Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание людям, которых не стоит избегать в своей жизни, потому что пока вы их избегаете в жизни, Вселенная постоянно находит вам таких людей, которые приносят вам боль, страдания, злость, зависть, сплетни и так далее. И как только вы начнете правильно смотреть на таких людей и, соответственно, делать определенные действия, говорить определенные слова, то такие люди просто-навсего исчезнут из вашей жизни, потому что им с вами станет неинтересно. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и ценной информации. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «свет», и пусть высшие силы помогут достичь вам всех ваших целей. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Вы знаете, к сожалению, не все люди, которые нас окружают, относятся к нам хорошо. Есть люди, которые испытывают зависть, есть люди, которые всячески, сами не понимая, что вызывают у них такие помыслы, стараются нам навредить. Ну, а есть люди, которые считают, что мы перешли им дорогу. Есть люди-вампиры, а есть и токсичные люди, которые не только излучают достаточно сильный негатив, разрушая с его помощью все на своем пути, а и умеют очень хорошо манипулировать своим окружением. Общение с каждой из этих категорий опасно для нашего энергетического поля. Они способны отобрать светлые энергии у нас, перекрыть сильные энергетические каналы для их поступления, но токсичные люди – это одна из самых опасных категорий людей, так как они умеют поворачивать общение так, что кажется, что это не они приносят вред, а все, кто их окружает, приносят вред им. От таких людей нужно стараться, конечно же, держаться подальше. Но, к сожалению, не всегда есть такая возможность, так как порой это наши соседи, коллеги или даже могут быть близкие родственники. Но вам не стоит позволять таким людям заполнять пусть даже малую часть вашей жизни. Их всегда нужно держать на расстоянии, так как если они почувствуют вашу слабость, узнают о незащищенных местах, они обязательно воспользуются этим в своих интересах. А делают, как вы знаете, они это очень умело. Эта категория людей имеет очень достаточно сильную энергетику и поэтому с такой легкостью способна влиять на тех людей, которые нужны им для их целей в данный момент. После общения с такими людьми может ощущаться слабость, может ломить кости, подниматься давление, портится настроение. Если общение с таким человеком происходит на протяжении долгого периода времени, то у вас может даже начаться депрессия, апатия, пропасть интерес к тому, что ранее вас интересовало. Вы можете решить ни с того ни с сего уволиться с работы, так как если это ваш сотрудник, то попадая на работу, вы на энергетическом уровне будете чувствовать тяжесть, плохое эмоциональное состояние, а как только будете выходить на улицу, сразу эти ощущения будут вас покидать и, соответственно, ваше энергетическое поле всячески будет противиться данному состоянию, что вы и будете ощущать. Далее поговорим о некоторых способах, которые помогут вам защититься от этой категории людей, сохранив свое энергетическое поле в целостности. При первой же возможности вам нужно прекратить общение с таким человеком, постараться отдалиться от него как можно дальше. Все ваши разговоры свести до разговоров о погоде. На вопрос «как дела?» отвечать украдчиво. Такому человеку нельзя говорить, что у вас все достаточно хорошо. Почему? Потому что он у вас будет забирать светлые энергии, которые вы при рассказе будете излучать. Нельзя говорить и о том, что плохо у вас, так как он обрадуется и приумножит негатив, который на данном этапе находится вокруг вас, что скажется на вас совсем неблагоприятно.
Ни в коем случае нельзя рассказывать о том, что происходит в вашей семье, чтобы не навлечь на нее проблемы и неприятности. Ведь он способен притянуть к вам негатив, который наполнит семью ссорами и скандалами. А если такой человек завидует тому, какая у вас семья, он сделает так, что ваши отношения разладятся, а это может даже привести к разводу. Как только вы начнете держаться от такого человека на расстоянии, вы увидите, что ваше эмоциональное и физическое состояние будут намного улучшаться, ведь энергии будут сохраняться в нужном количестве. Не становитесь для такого человека удобным. Такие люди стараются держаться как можно ближе к тем людям, которые потакают им, которые стараются выполнять капризы, подставляют свое плечо в любой сложной для них ситуации. Хотя в основном все ситуации в своей жизни токсичные люди создают сами. Они вступают в конфликты, а потом жалеются на то, что их никто не любит. Они хамят, а затем говорят, что к их словам цепляются. Они стараются указать на недостатки человека, а затем злятся и обижаются, когда указывают на их недостатки. При этом доводят это все до абсурда, что человеку, который это сделал, становится не по себе. Он старается сгладить возникшую ситуацию и начинает извиняться перед ними. Они еще больше, чувствуя слабость, начинают давить на подсознание человека, и в этот момент разрушается его энергетическое поле. Поэтому никогда, ни при каких обстоятельствах не позволяйте токсичному человеку командовать вами. Обозначьте свои границы, за которые он не должен заходить. Дайте ему понять, что не будет в жизни все так, как он хочет, так как вы живете разными жизнями. Он своей живет с жизнью, ну и, соответственно, вы своей. Не стоит бояться ответить данному человеку, потакая в его прихотях. Не стоит вступать и в скандалы, но научитесь стоять на своем. Покажите, что вы достаточно сильны, что можете ему противостоять. Когда человек, излучающий негатив, увидит в вас силу, он оставит вас в покое. Да, это не произойдет в один момент, но с каждым днем он будет отдаляться от вас. Он найдет себе новую энергетическую жертву, у которой будут отбирать энергии, нужные ему на данном этапе. Вам нужно научиться разговаривать с таким человеком прямо, не намеками, а глядя ему в глаза. Так вы также покажете ему, что вас невозможно сбить с выбранного пути и что вы знаете, что для вас это имеет значение. Что бы ни происходило, вы будете придерживаться только своего выбранного пути, опираясь только на свои сильные энергии и интуицию, что он не имеет на вас влияния, а это очень быстро ослабит его интерес к вам, ведь для данного человека важно командовать, подавлять, направлять только своим путем. Он считает, что все то, что делают окружающие, без его ведома, советов, рекомендаций, это неправильно, так как все в округе глупы, а вот токсичный человек, он умен, он мудр. Если вы скажете такому человеку, что вам не нужны его советы, что не волнует его мнение и что вы сами знаете, как поступить, он воспримет это с огромной обидой. Может для вида даже расплакаться, но не поддавайтесь на это. Запомните, что это всего лишь игра на ваших эмоциях. Проверка того, сильнее вы его или вы только пытаетесь таковым казаться. Поэтому решили дать отпор? Дайте. Вы не должны позволить токсичному человеку отбирать у вас положительные энергии, ведь через короткий промежуток времени, если вы их не убережете, они и вовсе перестанут к вам поступать. И разблокировать энергетические каналы после того, как на них повлияет такой человек, будет очень непросто. На это уйдет много времени и сил, поэтому лучше не позволить ему это сделать, чем потом от таких последствий избавляться. Если же при первом знакомстве с каким-то человеком вы ощутите, что он пытается оказывать на вас давление, это значит, что данный человек проверяет вас. Поэтому сразу покажите всю свою силу. Но очень важно, чтобы вы делали все это спокойно, уравновешенно. Это окажет сильное влияние на него, и он больше не будет вас трогать. Очень часто токсичные люди стараются в своих бедах, проблемах обвинить кого-то другого. Они не хотят смотреть на себя со стороны или начать менять свою жизнь, так как им это неинтересно. Им нравится хаос, который они творят, и зло, которое излучают.
Часто все действия таких людей, они срежиссированы. Они играют свою роль несчастного, ущемленного и обиженного человека. Запомните одну простую истину, что такой человек ведет себя так не потому, что он попал в какую-то неприятную ситуацию, а потому, что он хотел оказаться в ней. Ему нравится играть роль жертвы. Он счастлив в этот момент. А когда он видит, что у него удалось вызвать чувство вины, он будет доволен со мной еще намного больше. Чем хуже будет вам, тем лучше будет данному человеку. Запомните вот эту простую истину. Не стоит сочувствовать такой категории людей. Каждый положительный человек, который излучает добро, при общении с токсичным человеком будет думать о том, что жизнь у этого человека тяжелая. Поэтому она сделала его таким неприятным, каким он есть на самом деле. Будут стараться найти у него положительные светлые стороны, но этого никогда не произойдет, так как таких сторон у этого человека просто нет. Он может в какой-то момент притвориться милым, но как только вы ему откроетесь, сделаете шаг навстречу, он сразу совершит какое-то целенаправленное действие, чтобы унизить вас, оскорбить, либо же обидеть, а затем снова притвориться, что у него это вышло не специально, что это была просто случайная ситуация, или же вы его просто недопоняли, но он ни в коем случае не хотел, чтобы так получилось. Все это будет обман, так как такие люди делают только то, что считают нужным и никак не иначе. Не обманывайте, пожалуйста, себя и берегите обязательно свои светлые энергии. Если вам приходится с таким человеком проводить много времени, то научитесь на энергетическом уровне ограждаться от такого человека. Представляйте себе мысленно, что вы возводите между вами стену, или же как между вами вырастает большое и крепкое дерево, а вы с данным человеком находитесь по разные стороны. Проводите защитные энергетические обряды, часто мойте руки, так как на ладонях находятся энергетические каналы, которые способны притягивать как положительные энергии, так и отрицательные, а вода будет помогать вам их постоянно очищать. Очень важно, чтобы вы не концентрировались на данном человеке, не пускайте его в свою голову, в свою душу, воспринимайте его как временное испытание, которое вы успешно пройдете, и вас будет ждать только приятное вознаграждение. Данный человек, как очень чувствителен на энергетическом уровне, так и очень ленив. Как только он ощутит, что вы от него оградились, что держите свои энергии при себе, что не позволяете ему на вас влиять, он утратит к вам интерес. Так как не захочет тратить на вас свои силы, ему проще найти более легкую добычу. Когда вы увидите, что возле вас оказались токсичные люди, подумайте о том, как это произошло, почему вы могли заинтересовать их, притянуть в свою жизнь, что нужно изменить для того, чтобы больше такого не было. Возможно, это сигнал о том, что вы ослабли, что вам нужно становиться сильнее, что стоит заняться своей жизнью и исправить все то, что мешает вам, отпустить все то, что держит вас, ведь это помогает вам становиться слабым, разрушает вас, притягивая негатив, а такие люди не заставят себя долго ждать, ведь вы для них, к сожалению, энергетическая подзарядка. Начните делать то, что вам нравится. Общайтесь только с теми, кто вызывает у вас улыбку, эмоции счастья и радости. Наша жизнь, она только наша, чтобы терпеть общение с теми, кто заставляет грустить и возле кого вам некомфортно, поэтому позвольте себе от этого отказаться. Ведь это роскошь. Напоминайте себе о том, что вы сильны, что никто и никогда не сможет причинить вам вред, что ваше энергетическое поле может отбить любой посыл негатива, а также вернуть его тому, кто вам его направил. Если вы чувствуете, что силы вас оставляют, в таком случае проведите одну простую практику. Разверните ладони к себе, поднимите их на уровне лица и посмотрите на них, считая до 7. Затем стряхните ладонь об ладонь, проговаривая при этом такие слова. Энергетическое поле равняю, его силой наделяю, светлой энергией придите, меня окружите, чтобы силы ощутила и посылы негатива все отбила. Так проделайте 3 раза. Как только вы это сделаете, вы ощутите, что все, что начало тревожить, оно просто-навсего ушло, забрав с собой недомогание и неуверенность, а на душе действительно станет легко.
Не бойтесь противостоять негативным людям. Вы на это способны, но не позволяйте никому и собой управлять. Берегите себя и соблюдайте правила. Благодаря этому вы сможете жить прекрасной жизнью, иметь крепкое биополе, а все зло и ненужные люди будут обходить вас стороной, и они не смогут вам причинять никакие неудобства, потому что вы для них станете просто-навсего неинтересны. Запомните эти простые правила, и со временем вы увидите, как ваша жизнь изменится, а такие люди, токсичные люди, они просто покинут вас, ваше окружение. Даже если это близкие и родные вам люди, поверьте, им станет просто неинтересно, потому что они не смогут тянуть с вас энергию. Помните об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии обязательно напишите слово «свет», и пусть высшие силы помогут вам достичь всех тех целей, которые вам нужны. Или напишите в комментариях слово «здоровье», пусть высшие силы избавят вас от болезней и улучшат ваше самочувствие. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.